Здравствуйте, друзья! Кто украл у России 5508 лет истории? Публикуя видео о истории славян и русов, зачастую сталкиваюсь с неприятием древности нашей истории. Некоторые не знают или не хотят верить в гораздо более длительную историю государственности наших предков, в отличие от кастрированного официально признанного периода. «Ну не могли предки наши быть такими умными и сильными», – возражают они. Кочевники-пастухи могли создать великую империю, нищие европейцы тоже, голоногие римляне и греки просто обязаны были, а наши предки уж всяко никак. Я это называю исторический мазохизм. 20 декабря 1700 года Петр I, ненавидевший все русское, решился изменить исчисление лет в России. До этого летоисчисление велось от даты сотворения мира в Звездном храме – 7208 лет назад, относительно 1700 года. Считается, что это дата окончания Великой войны, державы великой расы, территория современной России, над империей Великого Дракона, территория современного Китая. Есть теория, что символическое изображение всадника на белом коне, поражающего копьем дракона, известное по христианской традиции как Георгий Победоносец, на самом деле символизирует как раз эту победу. Отмечу две очевидные вещи. Мир заключали точно не в первый день создания мира, значит, до этого был другой календарь и летоисчисление. По некоторым данным, прежний календарь насчитывал еще 6000 лет от Великого Похолодания. Второе. Статус решения увековечить победу может говорить о войне не кланов, родов и племен, а держав, государств. Но ведь наша официальная история рассказывает о пустынной Сибири и населявших ее диких народах. Значит, кто-то врет? Во всяком случае, летоисчисление настоящее, есть огромное количество неоспоримых свидетельств. И событие сотворения мира в Звездном храме также упоминается, даже в подчищенных и переписанных документах и материальных памятниках. Значит, каноническая версия истории России неполная или даже неверная. Я не буду говорить, какой нации это выгодно, вы и сами все это знаете. Почему назвали Новым годом, а не летом, как было принято на Руси? При дворе Петра I на русском языке почти не разговаривали, так как он считался языком простого народа. В основном все общение шло на немецком и голландском языках. Петр I просто ненавидел все русское. Так вот, слово «год» на этих языках означает «бог». То есть своим указом Петр заставил подданных поздравлять друг друга с новым богом в день его обрезания. Эта странная Петрова шутка существует до сих пор, и люди, потеряв изначальный смысл, продолжают 1 января поздравлять друг друга с новым обрезанным богом, а не с новолетием, как это было раньше. Вспомним, древние своды о прошедших событиях назывались летописями, а не годописями. Мы до сих пор спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов. У староверов и поныне летоисчисление ведется от осеннего равноденствия 22-23 сентября. В отличие от 1 января, дата обрезания Иисуса, эта дата все-таки привязана к астрономическим событиям. Календарь отображается рунами. Сороковники – это месяц в 40 или 41 дней. Сороковник первый по счету обозначался одной руной, а последующие – сочетанием руны первого сороковника со второй руной, которая обозначала часть вращения Земли вокруг Ярилы – Солнца. Один цикл вращения Земли вокруг Ярилы составляло лето. Если умножить 40 дней на 9 месяцев, мы получим 360 дней. Неделя состояла из девятин – 9 дней. За десятки тысячелетий славянский календарь, Каляды-Дар, не забежал вперед и не отстал ни на один день. Причиной точности круголета в том, что он основывается на модели Вселенной. В нем учтено галактическое место Земли и ее осевая централизация. Символичной была борьба Петра с бородами, олицетворявшими древность и знатность рода. Царь опускался до собственноручного резания бород боярам. Официальная причина – удобство совмещения с европейским календарем. Петр стремился перенести и навязать в России западные порядки, даже если они глубоко противоречили нравственным убеждениям и ценностям славян. Большего вреда славянам и стране не нанес ни один правитель. Противоречие нравственным убеждениям славян не объясняет действия Петра по уничтожению письменной истории России, его уничижительное отношение к русским традициям. Больше похоже, что это было сделано с целью придания забвению великого прошлого народа, населяющего Евразийскую империю.
Скифия, Тартария, Российская империя, Российская Федерация. Подвести обоснование под западные утверждения о варварстве, необразованности и дикости славян, которых надо возглавить, учить и вести куда надо западному миру. И в какой-то степени ему это удалось. До сих пор в России большое количество людей считают чушью древность славян, готовы поливать своих предков грязью, унижать и оскорблять их память, так же как людей с этим не согласных. Их девизом можно считать слова академика Лихачева: «Зачем разбирать то, что было до христианства? Нам хватит и этой 1000 лет». Рабская позиция исторических мазохистов. А что вы думаете про древнюю историю России? Напишите в комментариях. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.